Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Ну что ж, у нас с вами снова сегодня тема денежная энергия, прорыв, и я вам приготовила невероятную формулу, которая сама по себе способна совершить прорыв в вашем финансовом положении, ну а дополнив его нейрографикой и моим, можно сказать, легендарным. Спасибо, всем вам огромное, я вас благодарю, более 30 тысяч просмотров за 3 месяца алгоритмом с треугольниками. По поводу треугольников. Треугольники это энергия конфликта, ее так считают. Но что значит конфликт? Это когда в вашей планомерной, спокойной, уверенной и какой-то стабильной жизни происходят изменения, которые ведут вас к вашим желаниям, к реализации ваших желаний, целей и планов. Я не знаю ни одного миллиардера, который бы сказал, что все, у меня есть 25 миллиардов долларов, мне хватит. Нет, я больше не буду. Все и всегда хотят больше. Это закон жизни, это желание нормального, здорового человека. Иметь лучшие условия проживания, лучшую пищу, лучшее образование, лучшую медицину, лучшую одежду. Все лучшее. Человек так устроен. Вы не живете, если вы не хотите чего-то большего и чего-то лучшего. Это нормально хотеть. Поэтому сегодня будут треугольники. Сегодня будет мощнейшая финансовая формула. И здесь в углу написано вкратце мое желание. Можно рисовать на повышение дохода, но не рисуйте на повышение дохода от конкретной фирмы. Если вы знаете, что эта компания не готова вам эти деньги заплатить, тогда это обернется все сменой работы. Вот. В дальнейшем вы это признаете и поймете, и будете очень счастливы, но для неподготовленных людей будьте готовы к тому, что могут быть и такие изменения. Да? Огромное количество благодарности от вас получаю, вас за это безумно благодарю. Ну что, так, желание пишем вкратце. Кто желает очень сильно, можете проделать упражнение за 2 минуты. Ставим тему, ставим свою цель, желание, как угодно можете сказать. Важные правила. Желание пишем обязательно с указанием своих чувств. Я счастлива, я здорова, там, обязательно с благодарностью, потому что благодарность великий множитель, и чем больше, чем сильнее вы в своей жизни благодарите, тем больше вам дадут возможности для благодарности. И, соответственно, в настоящем времени, будто уже исполнено, без отрицательных частиц. Схему рисунка я вам также показываю. В центре у нас будет круг и будет 8 треугольников. Вот, ну что, готовы? Подышали? Находим на листе самую гармоничную фигуру, примерьтесь, не спешите. Именно в этом кругу, в этой фигуре с вами мы расположим нашу денежную формулу. Можете его пронейрографировать, если рука пошла. Чувствуйте, пока вам не будет достаточно. Если пронейрографировали, сразу округлите. Поймайте это состояние, поймайте это ощущение. Что же такое деньги? Деньги – это прежде всего энергия. И как и любая энергия, она не любит застоев. Именно поэтому я вам так много и так часто говорю об очищении, о расхламлении. Сейчас к тому же идет убывающая луна. По поводу нейрографики. Нейрографика от луны не зависит. Вот. Итак, мы сейчас с вами будем рисовать здесь формулу. Я беру листик и покажу вам руны. Соответственно, первая руна, которую мы с вами нарисуем, это руна Райдо. Она рисуется вот так, как английская R, только острый треугольничек, да?
Следующая руна будет у нас Гебо. И следующая руна Ансус. Вот такие руны мы сейчас с вами здесь расположим. Пожалуйста, попробуйте прочувствовать каждую руну. Я буду не только ее рисовать, но и говорить вам ее описание. Итак, первая руна Райду. Подышите, постарайтесь расположить их прямо в середине. Итак, что же такое руна Райда? Она открывает путь, она открывает дорогу, она дает движение, она дает направление движения, задает, она дает толчок, чтобы люди к вам пришли. Пришли покупатели, пришли клиенты, пришли люди и дали вам деньги. Она заставляет людей обратить на вас внимание. Она поможет людям о вас узнать. Формула не очень энергозатратная, ее можно рисовать и написать на маленьком листике и носить с собой. Можете разместить руну на запястье. Вы часто у меня видите какие-то руны на запястье. Следующая руна Геба. Геба — это волшебная руна. Геба — дар, партнерство, радость, удовлетворение. Также она дает возможность доверия. Чтобы люди вам доверяли, вы доверяли людям. Слушайте всегда свою интуицию, да? И заключительная руна Ансус. Дышите, прочувствуйте каждую руну. Руна Ансус, она отвечает за получение, приобретение, удачу, отвечает за коммуникативные навыки, общение. И после того, как мы нарисовали с вами эти руны, откуда к нам приходят деньги? Да? Они все-таки с неба не падают. Ну, у меня они падают с неба. Вот. Вопрос, как вы к этому относитесь. Но деньги к нам приходят из социума, деньги нам приносят люди. И в нашем мире существует 8 компасных направлений, да, можно так сказать. Я об этом подробно рассказывала на силе рода. И чтобы к нам вот эти вот самые деньги приходили со всех сторон, мы сейчас рисуем наши с вами треугольники. Энергия, прорыв, добавляем энергии, энергия движения, чтобы к нам все шло. Если кому-то будет перегруз энергии, округлите внутренние, услышьте меня, пожалуйста, углы треугольника. Внешние не надо трогать. Я не захожу в круг, мне хочется оставить его гармоничным. Пусть там за пределами что-то происходит. Всегда в центре я. Можете, надо было сразу сказать, но я думаю, кто со мной уже много раз рисовал, знают, что в центре всегда я. Вы вот здесь. Еще треугольников. Пусть там все будет гармонично. А во внешнем мире пусть все происходит так, как лучше для меня. Вот такой вот рисунок у нас получился. Ну что ж, я предлагаю вам прочувствовать каждый треугольничек.
Можете его немножечко пронейрографировать. 2-3 линии достаточно. Все пересечения округляем. И сосредоточьтесь, пожалуйста, на том, чтобы прочувствовать саму энергию. Что такое энергия? Все в нашем мире состоит из энергии. И энергия жизни, энергия денег, как угодно можете вы называть. Энергия всегда течет, всегда движется. Это необходимо для ее жизни, движения. Если энергия застаивается, это плохо. Появляется затхлый запах. Начинает все как будто погибать, а мы за движение. Мы за то, чтобы все менялось, изменялось в самую лучшую сторону, самым прекрасным образом. Вы не можете себе навредить треугольниками, вы не можете себе навредить рунами. Делая это с добрым намерением, ничего с вами плохого не случится. Вы должны это себе запомнить, как дорогу домой. Вы в абсолютной безопасности. И сейчас вы чувствуете вот эту силу, направляете его на свое желание. Потому что ваши желания всегда внутри вас. Они не маячат на горизонте, они внутри вас, они живут с вами. Лист у нас не ограничивается, поле у нас не ограничивается листом формата А4. Может быть, кто-то из вас взял даже половинку, может быть, кто-то больше. Думая о том, представляя, какая роскошная жизнь вас ждет, к какой вы стремитесь, какую одежду вы будете носить, какую пищу вы будете кушать, какое образование получат ваши дети, на каком месте в кинотеатре вы будете сидеть, куда вы поедете отдыхать. Проще всего, вот буквально очень просто, деньги приходят на что-то. На квартиру, на машину. То, что вы понавешали ярлык «это дорого», а вот буханка хлеба дешево, так это вы сами сделали. Вселенной абсолютно нет совершенно никакой разницы, что там дорого, что там дешево. Это люди навешивают ярлыки. Поэтому просто думайте о той жизни, которую вы желаете. Думайте о той сумме, которую вы привлекаете. Попробуйте почувствовать эти эмоции, которые вы будете испытывать, когда вы получите эту сумму. Сейчас. Восторг, радость. Я сразу побегу билет куплю. Что вы будете делать? Вообразите все это. Ощущайте. Хотите посмеяться? Посмейтесь. Хотите поплакать? Поплачьте. Пусть со всех сторон к вам приходят возможности и деньги.
дышите. Вы чувствуете, по сути, вот этот треугольник, он безопасен для вас, но вот эти, они уже работают. Как только вы начали вводить нейрографические линии, работа началась. Ощущайте эту энергию, чувствуйте ее. Все ваши желания, они абсолютно нормальные. Вы имеете право желать все, что вам хочется. Хуже, если вы не будете желать. Ощущайте, представляйте. Какая разница, откуда придут деньги? Просто представляйте, как они к вам приходят. Можете еще раз обвести свои руны, чтобы они были поярче. Потому что сейчас мы, наш круг, тоже будем нейрографировать и распространять его на социум. Почувствуйте, попросите руны вам помочь. Не надо их бояться. Руны – это одна из мощнейших систем древнего мира. Она имеет мощнейший энергетический потенциал. Вот эта формула направлена на успех, на увеличение вашего благосостояния. Ощущайте, дышите, энергия будет зашкаливать. Я не буду округлять пересечения с рунами, чтобы не задеть сами руны. Вводите ваши линии в социум, деньги приходят от людей. Ваша работа, может быть, ваши клиенты, может быть, у вас имеется какой-то бизнес по продаже, может быть, вы что-то делаете. Деньги приходят от людей. И не надо, вот хотела отметить очень важный момент, не надо быть мышками-нарушками, как бабушки, прятать денежки под половицей и отказывать себе во всем. Забудьте это. Забудьте. Деньги приходят туда, где есть движение, деньги приходят туда, где их любят. Если вы тратите деньги, тратите с удовольствием, услышьте меня, пожалуйста, деньги к вам бегут, просто сбившись в птичью стаю. Если же вы жадничаете, в первую очередь жадничаете по отношению к себе, деньги к вам не придут. Более того, отнимут то, что имеете. Это закон жизни. Деньги должны выполнять свою естественную функцию, доставлять радость. Вы на деньги что-то покупаете, и это доставляет вам радость. Я не говорю, что, может быть, вам радость доставляет в казино играть, и вы сейчас пойдете, все проиграете. Нет, но
Если у вас ребенок просит какую-то игрушку, если вы хотите, там, я не знаю, поужинать в каком-то ресторане замечательном, если же вы желаете, сразу добавлю линии, если же вы желаете там, сходить на какую-то экскурсию, посетить какой-то музей, это здорово, это классно, и, пожалуйста, делайте это. Не надо жадничать и отказывать себе во всем. Когда ваша жизнь будет полна энергией, эмоциями, впечатлениями, тогда и деньги будут легко течь. И деньги идут к вам исключительно... Нет, все-таки поокругляю чуть-чуть аккуратненько, потом я лучше еще выделю ярче формулу. Как только вы наполняетесь сами позитивными эмоциями, восхитительной энергией, так у вас все желания начинают исполняться как по волшебству. Может быть, вы обращали внимание, когда на пике, ну что ж еще у меня хорошего случится, и вот что-нибудь хорошее, прекрасное случается. Поэтому как можно сильнее наполняйтесь какими-нибудь радостными событиями, чтобы ваша энергетика была просто на высоте. По поводу формулы. У некоторых срабатывает через час, просто от того, что нарисовали на запястье. Но это люди с очень сильной энергетикой. Энергетику всегда нужно поддерживать. Именно поэтому я, еще раз повторюсь, я вам так много рассказываю всегда и настаиваю на каком-то расхламлении. Мне так жарко сейчас, меня в жар бросает. На каком-то расхламлении, на каком-то движении энергии. Постоянно вам напоминаю, пойдите, купите себе коробку конфет вкусную, порадуйте себя. У меня сегодня вся семья удивилась, никто меня не мог найти дома. Где же я была? Я зажгла ароматические свечи в ванной, наполнила ванну пеной с маслами и получала удовольствие. Сделала маску на лицо. Время было 8 утра, я лежала в ванной. Вот прям в буквальном смысле, потому что мне так захотелось, потому что мне это доставляет радость. Я сама удивилась своему поступку, но если вам чего-то хочется, это нужно обязательно делать. Таким самым образом, когда вы получаете свое маленькое желание, оно имеет накопительный эффект. Вы начинаете накапливать энергию для исполнения больших и больших желаний. Вот так вот это работает. У кого глаза слезятся, это нормально. Представляете, какая колоссальная энергия. Но большая просьба пользоваться ей разумно и пользоваться ей во благо. Откуда могут прийти деньги? Если вы занимаетесь какой-то частной практикой, появится больше заказов. Если вы что-то продаете, то же самое. Опять же, может быть, вы деньги найдете, может быть, вам налоговая задолжала, какой-то перерасчет был, может быть, к вам обратятся за какой-нибудь помощью, и финансово вас отблагодарят. По поводу доходов, когда вы загадываете доход, много раз рассказывала, говорю и буду повторять. Вспомните свое детство, не детство, а юность, когда вы только узнали о картах сокровищ. И вы лепили туда свою первую любовь, своих совместных детей, хотя вам было лет 17. И рядом вы лепили частный джет, Феррари и сотни тысяч долларов в придачу в ладошках.
Что дальше происходило? Дальше вы с этим молодым человеком, соответственно, расставались чуть ли там не через 5 минут после создания. Потом слезы градом, карта не работает. Вспоминают сейчас, а вот они все машины, а вот эта прекрасная жизнь, о которой я мечтала, ну вот с другим человеком. Но тогда же слез было немерено. Почему? Да дело все в том, что когда вы лепили на эту карту своего молодого человека, тогда еще первая любовь, я все понимаю, но вы воздействовали на волю другого человека. И это, во-первых. Во-вторых, исполняется только то, что хотите исключительно вы. Вы можете хотеть для своего мужа законного, если вы его об этом спросите. Вы можете хотеть для своих несовершеннолетних детей. Я, пожалуй, закончила. Мне вот так вот достаточно. Вы можете хотеть для своих несовершеннолетних детей. Не несовершеннолетних, вы можете хотеть для своих детей до 7 лет. Я хотела бы начать с себя. Мне это очень важно и, надеюсь, переходим к цвету. Если кому-то вдруг не захочется объединять, ну, поищите смысл, а для чего вам это, для чего вы все делаете. Так вот, для своих детей я сказала. Что же произошло там? Там у вас убрали, во-первых, другого человека, который, вполне возможно, не желал то, что желаете вы. А во-вторых, вам дали все, что вы желаете. Нельзя, не спрашивая разрешения, загадывать за другого человека. Если формулировка желаний, тогда вы просите: я вдохновляю мужа на то-то, то-то, то-то. Вот так вот можно. Это если без разрешения. Если с разрешением, можно все что угодно. Вот. И хочется мне дальше сиять. Наблюдайте, как меняется ваше ощущение, как вы вкладываете цвет, как вы вносите цвет. Соответственно, по поводу работы. Здесь тоже то же самое, ничего не меняется. Вы не можете, работая, условно говоря, кассиром в Большом театре, зарабатывать больше какого-то определенного потолка. Вам придется поменять работу, если вы хотите больше денег. Или же у вас есть какие-то хобби и другие там источники дохода, но может сложиться и так. Поэтому я предпочитаю просить просто денег. Очень часто я прошу денег от конкретного, потому что те там другие вещи мне уже приносят. И меня это очень радует. Да? Вот, надеюсь, это понятно. Такие карандаши новые, яркие, они так быстро у меня садятся. Не знаю, как их назвать. Садятся. Вот так. Наблюдайте, как меняется, может быть, какая-то уверенность появляется. Я начала с себя не просто так. Если где-то что-то не округлили, не волнуйтесь. К работам можно возвращаться, к работам нужно возвращаться. Начинайте легонечко, заканчивая, где-то потом посильнее нажимаете на карандашик, где-то потоньше, да. Читала ваши просто невероятные отзывы про наш челлендж. Хочу вас поблагодарить. Я счастлива наблюдать за вашими изменениями. Я счастлива видеть ваши результаты. Даже ваша энергетика, как вы поменялись, чувствуется из ваших сообщений. И я счастлива, что к этому привела вас я. Я вас благодарю, что делитесь. И опять же, не забывайте, что благодарность – великий множитель.
Вы пишете свой отзыв, вы пишете свой комментарий. Вы, во-первых, делитесь своей энергией. Во-вторых, люди за вас порадуются еще сильнее. А в-третьих, вы даете возможность людям поверить в чудеса. Все в этом мире возможно. Так, ну что, набрала группу карандашей себе. Деньги приходят ко мне легко из всех возможных источников. Можете проговаривать эту фразу, можете просто ощущать эти деньги в своих ладошках, ощущать, что вы на них купите. Я практически вот как задание давала на челлендже пойти и сделать что-то для себя. Что-то, что давно хотела, но почему-то не могла, почему-то отказывала. Особенно меня тронул отзыв, что пошли купили сыну игрушку, одежду, не было ни скидок, ничего, но люди пошли и сделали это. И та энергия, которую этот малыш дал своей маме за то, что она купила ему то, что он желал, она стоит намного больше денег и принесет вам намного больше дивидендов, нежели вы будете жадничать по отношению к себе. Я не знаю, почему красные цвета у меня, я вся сижу мокрая. Может быть, потому что я жила из каких-то других, да, там мест, чтобы мне еще деньги приходили. Разные страны, разные города. Я теперь желаю не просто еще больше квартир. У меня теперь формулировки звучат, я обратила на это внимание. У меня недвижимость по всему миру. И имею право. Это мое желание, моя жизнь. Я хочу, мне это очень важно. Я мышка-нарушка, мне очень важно иметь. И именно поэтому, когда мы с вами говорим о финансовых желаниях, именно финансовых, да, я вам часто говорю, просите деньги на что-то, просите деньги на что-то, тогда быстрее сбудется. А у меня вот есть просто желание, я хочу с ними сидеть в обнимку. То есть многие люди не поймут, я это прекрасно понимаю, они не поймут эту формулировку, они не поймут меня, но для тех людей, которые меня смотрят, они знают, какая я уже где-то, да, отчасти приоткрылась завеса. И для меня это действительно очень важно. Мне очень важно обняться с утра с деньгами. Ну вот нравится мне это, хочу, я ничего с собой поделать не могу и не собираюсь ничего с собой делать. Это мое желание, моя жизнь. Как хочу, так и живу. Вот, сказала. Поэтому о любви к себе есть видео. Можете посмотреть, о смелости своих желаний надо будет сделать. Я к тому, что не стоит бояться, у вас что, вы какая-то не такая, желание у вас не такое, люди не поймут. Да плевать, что люди подумают. Все люди думают только о себе, им честное слово, поверьте мне, нет совершенно никакого дела до вас.
И во многих алгоритмах мы делаем с вами упражнения, а что подумают люди. Знаете, если раньше у меня были какие-то слова, зависть, да, там еще что-то, то в последнее время стали приходить слова, причем искренне, да им все равно. Как живу, так и хочу. Ой, молодец какая, пусть как хочет, так и живет. По поводу рун хотела с вами сказать. Самое главное, потом взяли и убрали подальше куда-нибудь этот листик и не смотрим на него. Вот. Работает на раз-два. Ну и, соответственно, о своем желании тоже забываем. Отпускаем бабочку в небо. Я очень удивилась, когда сегодня нашла вот этот вот алгоритм. Я вам показывала с треугольничками, и меня поразило, насколько быстро там все исполнилось. Причем я не умею ставить маленькие какие-то цели. Они у меня сразу достаточно вот такие смелые. Если хочется что-то поярче сделать, делайте. Работать с цветом можно сколько угодно, бесконечно долго. Главное, чтобы вам нравилось. И цвета могут накладываться друг на друга. И все можно. Слушайте себя. Когда вы слушаете себя, когда вы уверены в чем-то, даже если вы неправильно нарисовали какую-то руну, даже если вы неправильно что-то сделали, ничего плохого с вами не произойдет. Ваше намерение исполнит ваше желание. Просто потому, что вы взяли это намерение. Я не знаю, про что мне это говорит, но получается очень мне нравится как. Думайте о деньгах, любите деньги. Деньги – это энергия. Будьте щедрыми. Курьерам на чай оставляйте, мастерам ногтевого сервиса оставляйте. Благодарите людей вокруг, обменивайтесь энергией. Тогда к вам прилипает еще больше. Есть, конечно, еще, и это правда, проверяла много раз, но учитывая, что мы чаще всего сейчас картами платим, давайте правой, берите левой. И всегда радуйтесь им, дают вам люди деньги, а вы этим деньгам порадуйтесь. Думайте, с чем у вас цвета ассоциируются. Я, честно, не представляю, почему у меня вот так вот все как-то складывается. Только к фиолетовому моему я хочу розового добавить. Ваше намерение, особенно когда вы переполнены энергией, очень мощной, очень сильной, когда вы постоянно подпитаны энергией, оно исполняет желание, ну, как по волшебству волшебной палочки. Поэтому все в ваших руках. Вот такая вот работа у меня получилась. Можете подержать ладошки, руны вибрируют очень сильно.
И что ж, линия поля и фиксация. Знаете, если вам хочется, проведите, да, линии. Сейчас по поводу фиксации я расскажу. Можете прям чувствовать, как деньги к вам приходят. Попросите руны, попросите, всегда просите, вам все дадут. Главное, просите. У меня глаза слезятся. Любое ваше действие, вообще в принципе любое, оно изначально вносит какой-то драйв во всю вашу жизнь. Да, вот сидела, телевизор смотрела, а тут перестала, пошла жизнь улучшать. И это нормально. Наслаждайтесь процессом. Когда вы наслаждаетесь процессом, вы опять же получаете колоссальную энергию для исполнения, реализации других целей, других желаний, других планов. И все получается, и все складывается самым лучшим образом. Энергия зашкаливает. У кого будет голова болеть, я понимаю. Жили себе, а тут денег захотели. Так что такое бывает. Ваше физическое плохое состояние говорит только о запущенности в той или иной сфере, в вашей голове. Работать с собой нужно всегда. Работа с собой не прекращается никогда, ни на минуту. Запомните это. Люди, почему челлендж закончился, они до сих пор продолжают, идут по второму кругу, повторяют. Они рисуют не потому, что он им очень прям сильно нравится, а потому что не хотят, чтобы чудеса заканчивались. Так что, welcome на челлендж. И я хотела бы с вами поговорить. Подумайте, что вам хочется здесь зафиксировать. Треугольников достаточно, энергии. Знаете, мне здесь руны. Я не думаю, что у кого-то здесь появится другая фигура фиксации, кроме как наш круг. Но если у кого-то появилась другая, что ж, здорово, это говорит о том, что нужно добавить энергии в свою жизнь. Вам ее не хватает, и к вам пришла именно эта фигура фиксации. Так, хотела важную информацию дать. Еще совсем скоро у нас, ну, кто сейчас смотрит, для тех, кто там первый раз со мной, все в порядке. Так, для тех, кто давно со мной. Дорогие мои, совсем скоро новолуние, поэтому в телеграм-канале в поисковике ищите интенсив и начинайте проходить. 27-го у нас будет новолуние. Там уже будем делать практики на привлечение. Видео я всегда выкладываю на YouTube тоже, что делать. Но если кто-то хочет очень сильно, очень мощно проработать все, тогда добро пожаловать в телеграм. Обязательно присоединяйтесь, делайте челлендж, слушайте плейлист «Мантры, меняющие жизнь». Обязательно слушайте магию денег, слушайте аффирмации на богатство. Обращайтесь ко Вселенной. Проблема в том, что люди не умеют просить, боятся. Люди друг к другу боятся подойти и попросить что-то. Вы обратите внимание, если вы на улице к кому-то подойдете, скажете: извините, пожалуйста, от вас шугаются, как будто, я не знаю, как будто вы какой-то ягуар сбежавший, да. В общем, поэтому просим у Вселенной
родом до конца месяца с родом работать можно, до новолуния. Ну что ж, я вас благодарю за просмотр. Я желаю вам счастья. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями, делитесь своими изменениями в жизни. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а если вы хотите поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все, как всегда, есть в описании. Всем хорошего дня!